Привет всем! В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как на одной поверхности можно смешать две текстуры. И для этого я собрал вот такую сцену небольшую, добавил plane небольшой и две сферы с образцами наших материалов. Материалы я скачал из аддона Blender Kit. Можем увеличить поближе, посмотреть, что они из себя представляют. Это такая каменистая поверхность. Я в режиме отображения материалов сейчас нахожусь, не в режиме рендера. Каменистая поверхность и трава. Оба материала процедурные. То есть это не просто текстурки, да, это процедурные рельефные объемные материалы. И мы их будем добавлять на вот такой вот plane. И сейчас я бы хотел в режиме Edit Mode с помощью правой кнопки мыши многократно подразделить этот plane, чтобы у нас было побольше полигонов, чтобы сетка была помельче, потому что в наших текстурах может использоваться, возможно, к примеру, использовался модификатор Displacement, и для него нужна сетка почаще, на всякий случай. Вот этого, в принципе, будет достаточно. Откроем еще одно окно. Здесь в режим Shader Editor. Окно сдвинем. Переходим опять в Object Mode. Выделяем plane наш. Здесь вот у нас отображаются наши материалы. И, к примеру, мы выберем первым наш камень. Выбираем камень. Сейчас он пока обработается, добавится на наш plane. Вот, добавился. Видим, довольно такая не слабая тут структура. Здесь нажимаем скопировать. И теперь у нас текстура на этом объекте, она не зависит от текстуры на этом объекте. То есть, если мы что-то будем делать с этой текстурой, изменения не перейдут сюда, не отобразятся здесь. И наоборот, если мы что-то здесь изменим, не отобразится здесь. То есть, они сейчас две абсолютно независимые структуры. Теперь выделяем сферу со вторым материалом, с травой. Видим, что здесь у нас структура для травы появилась. Очень-очень-очень простенькая травочка. Выделяем все наши ноды, которые здесь есть. И Ctrl-C на клавиатуре жмем. Копируем эти ноды. Опять выделяем наш plane. И куда-нибудь вот сюда. Чуть повыше этого объема, этого массива добавляем с помощью клавиш Ctrl-V текстуру травы. Можем передвинуть клавишей G вот сюда поближе. Ой, сюда поближе. Эту ноду, она у нас аналогичная вот этой. Нам нужна только одна. Если нужно приблизить, и у кого не работает, как у меня, колесико на мышке, можно на нампаде нажимать плюсик. И мы видим, да, что эти две ноды, они абсолютно одинаковые. Это
вывод материала. Нам нужна только одна. Удаляем одну ноду, Delete. И теперь нам нужно добавить Mix Shader. Mix Shader. Куда-нибудь его вот сюда разместим. Так, теперь шейдер из Mix Shader в Surface переводим. И два наших добавляем вот сюда. Ждем, пока обработается. Еще один момент немаловажный, на который стоит обратить внимание. В выводе материала какой движок рендера у вас указан, Eevee или Cycles. У меня указаны оба, да. Но может быть, например, здесь указан, к примеру, быть указан Cycles, да? А здесь у вас может стоять Eevee. Нужно, чтобы и в Material Output, и в свойствах у вас стоял один и тот же движок рендера. Здесь Eevee, и здесь Eevee, здесь Cycles, и здесь Cycles. Eevee обрабатывается быстрее. В этой графе фактор при передвижении влево или вправо идет регулировка, какую текстуру видно сильнее, какая просвечивается ярче. Сейчас мы видим, да, что примерно обе видны, и зеленая трава, и чуть-чуть проглядывают камни, да. Если влево я сдвину, то у меня камни будут сильнее видны. Если я сдвину больше вправо, точнее говоря, если влево, то трава, если вправо, то больше будут видны камни. Вот такой результат получился. Можем даже еще чуть сдвинуть. Даже написать, например, 0.8. Вот такая текстура получилась.